Всем добрый день, пожалуйста, прошу вас. Уважаемые друзья, коллеги, очень рад всех вас видеть. Здравствуйте, рад приветствовать всех участников нашей сегодняшней встречи, наблюдательного совета движения первых. Наша встреча, как и большой ежегодный съезд движения, проходит на площадке Национального центра России. Я вот здесь тоже походил с коллегами, посмотрел. Надеюсь, что и всем здесь присутствующим удалось познакомиться с этими экспозициями, но и участникам съезда. Это очень приятно и очень полезно увидеть вдохновляющий пример свершений нашего народа и за последние десятилетия, и вообще за время нашей тысячелетней истории. Нам действительно есть чем гордиться в самых разных сферах и во всех, без исключения, регионах страны. Это достижения отражают уникальный характер нашего многонационального рода и его тысячелетнюю историю. А сегодняшние школьники, молодые ребята, уверен, тоже мечтают о том, чтобы добиться значимого, нужного и для каждого из них, и для каждого из вас. Обращаясь сейчас к юным участникам нашей сегодняшней встречи, результата. Ну и результаты, как в конечном итоге, для нашей Родины в целом. Движение растет, ширится. В его рядах сегодня 11 миллионов человек, свыше 11 миллионов. Это уже так приличная армия. И что очень важно, активно работает и в больших городах, и в малых населенных пунктах это движение. Оно должно давать равные возможности ребятам повсеместно на всей территории нашей страны. И в этом плане необходимо и дальше наращивать, совершенствовать инфраструктуру движения. Оно, подчеркну, должно быть везде, где есть дети, подростки, они есть у нас, слава богу, везде. Поэтому и движение должно работать везде. Создавать для ребят единую, целостную, взаимосвязанную систему по месту жительства, учебы, в школах, колледжах, вузах, в организациях дополнительного образования, в детских оздоровительных лагерях. И особая роль здесь, конечно, принадлежит советам по воспитанию. У нас в последние годы это направление развивается все больше и больше. Мы уделяем этому все больше и больше внимания. И для этого же считаю возможным и целесообразным при администрации президента создать рабочую группу по вопросам развития системы воспитания, которая будет объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций, органов власти. Словом, всех, кто так или иначе вовлечен в процесс воспитания детей и подростков. Далее. В различных проектах движения активно участвуют не только дети и подростки, но и их родители. И зачастую образуются целые такие семейные команды. Считаю это очень важным и правильным, поскольку, разумеется, само собой разумеется, во всем, что касается воспитания, становления личности молодых людей, у родителей ключевая роль. И здесь они являются естественными партнерами движения. Форматы такого партнерства, они тоже расширяются. Делать их нужно максимально привлекательными, интересными и для детей, и для взрослых. И в этой связи хочу искренне поблагодарить всех, кто включился в работу движения. Особо отмечу, что среди наставников появляются все больше участников специальной военной операции. Это очень важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту Родины, стоят рядом в деле самым важным, самым основном для будущего России, в деле воспитания детей и подростков. Очень важно для ребят видеть, что настоящие герои, в полном смысле этого слова, настоящие герои, совсем рядом. Расти и взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине – чрезвычайно важная вещь. Военнослужащие, удостоенные звания Героя России, участвуют в руководящих органах движения. В сегодняшней работе наблюдательного совета. Хочу отдельно поблагодарить вас и ваших боевых товарищей за мужество, проявленное на службе, за тот вклад,
которые вы сегодня вносите в формирование подрастающего поколения. В этом году, всем хорошо известно, мы отмечаем День Великой Победы, победы советского народа в Великой Отечественной войне. 80 лет, юбилей. Знаю, что участники движения ухаживают за воинскими мемориалами и захоронениями, несут почетные караулы в памятные даты, вместе с родителями изучают историю своих предков, прабабушек, бабушек, дедушек, тех, кто воевал, и тех, кто самоотверженно работал в тылу. Такое личное участие, погружение в события военных лет помогает сберечь живую ткань исторической памяти о подвиге нашего народа. Дает важнейшие нравственные ориентиры, которые, уверен, ребята сохранят на всю свою жизнь и передадут дальше будущим поколениям россиян. И, конечно, надеюсь, что в год юбилея Победы такие проекты станут еще масштабнее, еще шире и привлекут все больше молодых людей, детей, подростков. Сегодня нам предстоит обсудить перспективы развития движения. Отмечу, что по доброй традиции в работе наблюдательного совета участвуют, я уже это отметил, когда вошел в этот зал, и наши юные коллеги. Это с самого начала, хочу это подчеркнуть и напомнить, был ключевой принцип движения. Школьники, подростки, соавторы всех принимаемых решений. И рассчитываю, что ребята поделятся своими оценками того, что уже сделано, идеями и предложениями, оценками работы движения. И теперь с удовольствием передаю слово председателю управления движения Артуру Валерьевичу Орлову. Артур Валерьевич, прошу. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Уважаемые участники наблюдательного совета, я возглавляю движение первых чуть более полугода и хочу сказать, Владимир Владимирович, вам огромнейшее спасибо. Вы доверили мне самое дорогое в нашей жизни, в нашей стране. Это наших детей. Сегодня движение первых их более 10 миллионов. И мне часто говорят, что сегодня я являюсь самым многодетным папой в России. Очень приятно и с гордостью говорю, что это так и есть. Отец всегда должен быть достойным примером для своих детей. Стараюсь им соответствовать. Движение первых личный пример – одна из важных моделей. Поэтому участниками движения являются и наставники. Это более 1 миллиона 800 тысяч человек. И их личный пример вдохновляет ребят и помогает найти себя в жизни. Опыт военной службы дал мне важные навыки владеть оперативной обстановкой и знать, что делается на местах. Регулярное участие в работе региональных координационных советов при главах субъектов, связь от детей, родителей, педагогов помогли мне и в движении команды сформировать предложения, которые легли в основу программы развития до 2030 года. Задача движения первых – это большая межведомственная задача. Мы уже активно взаимодействуем с Росмолодежью, Министерством просвещения, Минобрнауки, Министерством спорта, Минкультуры, Министерством внутренних дел. Большую помощь в движении первых оказывают участники попечительского совета, партнеры госкорпорации. Инициативы движения первых активно поддерживают наши законодатели. Совет Федерации, Государственная Дума. Хочу отметить огромную роль в работе на местах органов исполнительной власти регионов, общественных организаций, педагогических коллективов, университетских и семейных сообществ. Движение действительно объединяет детей, взрослых общими идеями и ценностями. Мы активно реализуем проекты и инициативы в 12 направлениях деятельности. Все они направлены на развитие деятельностного патриотизма. А в 2024 году регулярная деятельность движения первых охватила по всей России свыше 10 миллионов человек. Это на 3 миллиона больше, чем в 2023 году. Хочу подчеркнуть, все активности движения первых разработаны в соавторстве с детьми и реализуются при их непосредственном участии. Мы, взрослые, делаем все вместе с вами, но не вместо вас. Это очень важно. За прошедший год количество участников движения первых выросло более чем в 2 раза. С 4 миллионов в 2023 году и до конца 2024 года до 10 миллионов. Ребята видят движение первых возможностей для развития получения полезных навыков и активно включаются в сообщество.
В рамках программы развития мы планируем до 2030 года обеспечить возможность участия в регулярной деятельности движения первых до 18 миллионов человек. То есть минимум каждого второго обучающегося в школе, в СПО или в ВУЗе России. Еще одна важная задача – работа с сообществом наставников. Его развитие поможет создать условия для социального лифта и формирования кадрового потенциала. В сфере молодежной политики до 2030 года мы планируем привлечь в качестве наставников более 5 миллионов человек. Возраст участников, обучающихся от 6 до 25 лет. Это нам позволяет сопровождать ребенка на всем пути становления, взросления от школы, учреждения СПО и до вуза и первого работодателя. Так называемый бесшовный переход. Именно поэтому мы открываем первичное отделение не только в образовательных организациях и в учреждениях культуры, спорта, доп. Образования, молодежных центрах и, конечно же, на предприятиях. За 2 года мы создали условия для вовлечения в регулярной деятельности движения первых детей и молодежи даже в самых удаленных уголках нашей страны. Открыто более 50 тысяч первичных отделений. Мы охватываем практически все школы, учреждения, СПО и вузы России. А к 2030 году мы планируем увеличить количество первичных отделений до 78 тысяч. В этом году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» движение первых запускает 25 флагманских проектов. Многие мероприятия проекта «Движение первых» они посвящены году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Эта инициатива имеет колоссальное значение для патриотического воспитания молодежи и сохранения нашей исторической памяти. Хочу еще раз подчеркнуть, эффективность деятельности движения первых определяется слаженной работой всех министерств и ведомств, общественных институтов, наставников, педагогов, родителей. Но главное определяется обратной связью детей, их стремлением быть соавторами. Все, что создается и развивается в движении первых. Понимаем, что в России есть все возможное для самореализации, успешного будущего и исполнения мечты. Основа движения первых – традиционные духовно-нравственные ценности, которые заложены в каждой программе в проекте движения первых. Владимир Ильич, мы бы хотели рассказать, как живет движение первых, как она развивается, куда она движется. И если вы позволите, я передал бы слово нашим ребятам. Надежда Алымова, наша девушка с Курской области, представляет первых. У нее есть уникальная история, с которой бы она хотела поделиться. Позвольте. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Добрый день, уважаемые участники наблюдательного совета. Меня зовут Алымова Надежда, мне 16 лет, и я курянка. Для меня большая честь и гордость представлять Курскую область в Федеральном совете первых. Дружба в движении – это не просто слово. На 3-м съезде движения первых ребята со всей страны предложили 2025 год в движении ознаменовать годом дружбы. И уже сейчас с моими коллегами и друзьями из Федерального совета первых, с Дашей, с Алисой, мы проработали полный план событий в рамках Года дружбы на 2025 год. Мы запустили всероссийскую акцию «Телемосты дружбы». Это когда ребята буквально через телефон могут с друг другом созвониться, узнать о друг друге, подружиться, узнать о культуре, традиции своих регионов и возвести те самые мосты дружбы. Также 1 июня у нас пройдет фестиваль детства и юности, который также будет приурочен к нашему Году дружбы. Кстати, главным маскотом станет кот Леопольд со своей всем известной фразой «Ребята, давайте жить дружно». И уже завтра мы будем голосовать, будет уже выбран наш талисман Года дружбы. Ребята присылали свои макеты, эскизы, идеи. Вот уже завтра мы будем выбирать наш главный талисман. Хочется сказать, что Год дружбы в Курской области наступил значительно раньше. После всех трагических событий в августе 2024 года мы с ребятами ощутили колоссальную поддержку от всех наших друзей из других регионов, которые первой же гуманитарной миссией приехали к нам в область, чтобы нас поддержать. Тогда никого не приходилось умолять или просить о помощи. Мы все сразу же отправились в пункт временного размещения, где и по сей день находятся дети, подростки и их семьи.
Тогда мы стали первопроходцами в этом деле, и мы осознаем, как важно ответственно и грамотно относиться к этому делу и поддержать людей в столь трудной жизненной ситуации. И мы с ребятами, с такими же ребятами, как и я, разработали практическое руководство по взаимодействию с детьми и подростками в пунктах временного размещения. Теперь у каждого ребенка есть свой друг первый, который всегда сможет обнять, который всегда может подобрать нужные слова и просто сказать, что я рядом. Хочу рассказать вам одну трогательную историю, которая случилась со мной буквально в конце прошлого года. Мы приехали к ребятам подарить им новогоднее чудо. И мы с ребятами заполняли карту желаний. Они должны были написать свои желания на 2025 год. Кто-то мечтал о велосипеде, кто-то мечтал о мягкой игрушке, кто-то мечтал о котенке, но вот одна девочка написала, что хочет вернуться в Суджу. И уже на данный момент Суджа освобождена. Владимир Владимирович, от лица всех жителей приграничья, от лица всех курян я хочу выразить благодарность вам, нашим бойцам, за исполнение одной большой общей мечты. Наша сила в том, что мы всегда вместе, мы всегда поддерживаем друг друга и никогда не бросим ближнего в беде. Спасибо большое. Надя, тебе спасибо, всем ребятам, которые проводят эту работу, работают в пунктах временного размещения, да и вообще в целом с людьми, которые нуждаются в поддержке. Вообще это очень хорошая идея и практика очень хорошая. Вот это общение между регионами, во-первых, расширяет знания о стране. Страна у нас огромная, и, конечно, из живого общения между молодыми людьми, между подростками, между детьми, их родителями складывается общая картина о величии нашего Отечества. Первое. Второе, это дает возможность помочь тем, кто нуждается в такой помощи. А в данном случае это Курянка, и известные события там происходят, и это дает возможность и вам проявить себя и людям помочь. Что касается вот этого желания вернуться домой, в Суджу, то это не мне, это прежде всего слова благодарности нашим бойцам, нашим настоящим мужчинам, братьям вашим, отцам. Вот сейчас на выставке «Россия» один из экскурсоводов, девушка тоже, рассказывала мне о выставке «Россия» и так как бы, между прочим, упомянула о том, что ее папа сейчас проходит курс реабилитации, но вообще он участник специальной военной операции. Вот таким людям, как папа вот этой девочки, которая мне рассказывала о выставке, некоторым из тех, кто здесь сегодня находится, вообще нашим сильным, крепким, любящим свои семьи, свою страну мужчинам, мы должны быть благодарны не только за освобождение Суджи, но за защиту России, интересов и наших людей в целом. И в так называемых новых, но исторических наших регионах, и где бы то ни было, везде. И таких людей у нас много. А в результате работы движения первых будет еще больше. Тебе спасибо большое. Позвольте. Владимир Ильич, у нас в движении первых также активно принимают участие и родители, мамы, папы, бабушки, дедушки. Возглавляет семейное сообщество «Родные и любимые». И я бы хотел передать слово семье Лучагиных, маме Лидии, папе Евгению и дочке Александре. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, члены наблюдательного совета. В родном городе Троицке я занимаюсь общественной деятельностью в Центре поддержки детей-инвалидов «Солнышко». К нам туда приходят разные дети с разными возможностями здоровья и разные по возрасту. А сейчас еще к нам стали приходить обычные школьники со своими наставниками. Мы для них проводим экскурсии, уроки доброты. И хочется поделиться таким случаем. Однажды на совместном мероприятии, где были наши особенные ребята и дети из школ обычных, была игровая программа. И потом ко мне подошли школьники и спросили, а где ваши особенные дети, когда вы нас к ним проводите? На что я ответила, все это время они были среди вас, а вы их даже не заметили. Вот ради таких моментов мы работаем. Наши дети, а иногда и мы сами,
очень нуждаемся в поддержке семьи. Ну, муж Лидии, а я своих девчонок, собственно говоря, во всем поддерживаю и стараюсь во всем помогать. Благодаря поддержке моей семьи, моего города, в прошлом году я стала председателем семейного сообщества «Родные и любимые» в городе Троицке. У нас проходит много встреч, но самый наш любимый формат – это походы и пикники. Прошлым летом мы провели поход на Пугачевскую гору в нашем городе, где собрали 150 человек. Это по меркам Троицка очень много. Мы варили кашу на костре, пили чай из самовара, пели песни под гитару. И потом тоже ко мне подходили участники похода и говорили, мы даже не знали, что в Троицке есть такие красивые места, и что вот так здорово можно провести время с семьей, не уезжая куда-то далеко. И так как мы любим путешествия, у нас родился проект «Память в наших сердцах», в рамках которого дети, ученики школы, где учится наша дочь, вместе с родителями уже вчера приехали впервые в Москву на экскурсии, посвященные Великой Отечественной войне. Все мы знаем, что воспитание невозможно без союза педагогов и родителей. И поэтому очень здорово, что у Всероссийского общества знания появился конкурс родительских инициатив. Наш проект там стал победителем. И хочется поблагодарить вас, Владимир Владимирович, и Министерство просвещения, Всероссийское общество знания за этот конкурс, за возможность воплотить свои идеи в жизнь. И хочется, чтобы конкурс родительских инициатив в нашей стране проходил на постоянной основе. Еще хотела передать слово нашей дочери Саше. Я хочу сказать спасибо за то, что вы вообще такие встречи организуете, что вы даете возможность встретиться с вами, с ребятами с разных уголков России. Желаю, чтобы у вас продолжались такие съезды с таким же позитивом и такими же веселыми ребятами. Я со своей стороны хочу вас поблагодарить. Вот вы сказали про особенных детей. Вы правы. Вот и здорово, что у вас это получается. Для нас все дети одинаковые. Спасибо. Да. И то, что вы добиваетесь этого в жизни, на практике, это, конечно, это результат. Вам огромное спасибо. Вот что касается любимых форматов, походы и пикники, вы знаете, мне кажется, что это у подавляющего большинства людей любимый формат. Походы и пикники. Только не так много людей, которые способны собрать желающих, организовать эти походы и пикники, наполнить их интересным, нужным содержанием и сделать в удобном формате. Но такие люди есть, вы такой человек, ваш муж такой человек, ваша семья, такие все люди. И ваш пример должен быть заразительным. Для этого, собственно говоря, по большому счету и создавалось и само движение первых, чтобы поднять вот на пласт, извините за такое выражение, пласт тех, кто способен и хочет заниматься, решать эти задачи. Вам большое спасибо. Надеюсь, что, повторю еще раз, ваш пример будет заразительным, а мы все сделаем для того, вот как ваша дочка пожелала, для того, чтобы это, как сейчас модно говорить, тиражировалось и как следует на всю страну. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, главы субъектов возглавляют региональный координационный совет и возглавляют штабы воспитательной работы. Я бы хотел передать слово губернатору Красноярского края Михаилу Михайловичу Кутюкову. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, дорогие ребята, в Красноярском крае движение первых, что называется, набирает обороты и темпы достаточно существенные. Могу сказать, что уже сегодня у нас первичных отделений более 1000, и эта цифра меняется практически каждую неделю в большую сторону. Движение уже объединяет более 205 тысяч ребят в возрасте от 6 до 25 лет и 26 тысяч наставников.
Важно отметить, что вместе мы реализуем не только все федеральные проекты, инициативы, но активно придумываем и какие-то краевые, которые являются дополнением к этому. Могу привести 3 примера только из прошлого года. По инициативе движения были проведены семейные фестивали, где мы вместе работали над популяризацией семейных ценностей. Очень хороший отклик получили экологические проекты в нацпарке «Красноярские столбы». И, Владимир Ильич, вы давали 2 года назад поручение разработать для центра страны, для Красноярского края программу развития внутреннего туризма. Вот ребята включились в эту инициативу и уже в прошлом году свои идеи предложили, как это организовать, как собирать те самые походы и так далее, как определяться в этих программах. Очень важно, что в этом году движение активно уже сейчас включилось в программу подготовки 80-летия Великой Победы. Регулярно сверяем часы, проводим координационные советы, принимаем новые решения, ищем новые идеи. Учитывая, что молодежное движение с каждым годом охватывает все большее количество человек, и все больше новых инициатив появляется, понимаем, что уже существующие стены не всегда вмещают эти идеи. Поэтому вместе с ребятами приняли решение о необходимости создавать современную инфраструктуру, в которой можно было бы проводить и различные просветительские проекты, и обмениваться опытом, и искать новые решения. Поэтому в самом центре Красноярска, на берегу Енисея, нашли место для того, чтобы создать новое пространство для детей и молодежи. Пока рабочее название придумали вместе с ребятами «Площадь первых». Планируем здесь сформировать комплекс зданий. С одной стороны, чтобы была возможность для Центра научно-технического творчества детей и молодежи. С другой стороны, общественное пространство, многофункциональный комплекс для общения, для новых идей, для подведения итогов, для встреч с единомышленниками. И все это должно быть объединено еще и общественным пространством, которое имело такое серьезное патриотическое состояние. Мы подготовили буклет, Владимир Ильич, он есть на столе. Сейчас есть эскизный проект. Мы приступили в этом году уже к разработке проектной документации необходимой. При вашей поддержке, конечно, уверен, что мы эту работу сможем быстрее завершить и к юбилею Красноярска, к 2028 году, попытаться этот объект уже сформировать. Прошу здесь поддержать нашу совместную с движением инициативу. Уверен, что это станет настоящим штабом движения первых в самом центре России. И, Владимир, второе есть предложение. У нас впереди период летних каникул. Ребята будут находиться в детских оздоровительных лагерях. Считаю, что очень важно этим воспользоваться и провести в этих форматах много новых инициатив с участием движения первых. И те проекты, которые уже есть, и, возможно, предложить новые, о которых сегодня ребята будут говорить. Спасибо вам за поддержку и спасибо за внимание. Михаил Михайлович, спасибо. Красноярский край – целая огромная страна. Наверное, по территории больше, чем многие европейские государства вместе взятые. И, конечно, на таких огромных территориях очень важно, чтобы люди чувствовали себя одной семьей, несмотря на разобщенность, пространственную разобщенность. Красноярский край – это крупный промышленный центр, поэтому и вот то, что вы сейчас сказали, семейные фестивали, которые людей объединяют, и экологические проекты очень важны, особенно для Красноярска с известными вопросами к экологическим проблемам. Ну и, конечно, подготовка к юбилею Великой Отечественной победы в Великой Отечественной войне чрезвычайно важно, важное направление. Я сам об этом сказал во вступительном слове. Важно, чтобы и в школах, вообще в учебных заведениях этому уделили необходимое внимание. Сейчас обращаюсь к вам, как к руководителю региона. Знаю, что по всей стране, конечно, эта работа у нас развернута, идет, но здесь нужно внимание со стороны первых лиц. И, пожалуйста, посмотрите, что происходит в школах, в других учебных заведениях. Надо, чтобы это было по-настоящему интересно, доходчиво, и чтобы охват был стопроцентный. По поводу инфраструктуры, конечно, вот здесь я картинки вижу. Надеюсь, что все это будет реализовано, и это будет хорошим примером не только для Сибирского федерального округа, но и для всей страны. Спасибо. Владимир Владимирович, мы также еще заинтересованы, чтобы пространство и павильоны движения первых появились и в федеральных детских центрах. Если вы поддержите эту идею, то мы готовы ее реализовать. Спасибо большое. Я бы сейчас хотел передать слово моему коллеге, моему боевому товарищу,
участнику программы «Время героев», начальнику главного штаба юнармии Владиславу Головину и активной участнице движения первых и юнармии Дарье Дмитриевне. Пожалуйста, вам слово. Здравия желаем, товарищ Верховный Главнокомандующий. Пользуясь случаем, как Артур Валерьевич отметил, передаю поклон от всей вашей команды программы «Время героев», организаторов и участников, с кем мы вместе получаем ценные для нас знания и посвящаем себя служению там, где сегодня нужны и где прикажет Родина. Реализация программы уже сегодня позволяет нам проявить себя на новых направлениях. И так для меня большая честь возглавлять Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» в должности начальника главного штаба. Я от себя лично и от всего движения хочу поблагодарить вас за вашу поддержку инициативы Министерства обороны при учреждении движения, что позволило на сегодняшний день достичь результатов в численности более 1 800 000 участников движения. Из них 411 тысяч уже выпускников и наставников. 122 тысячи так или иначе связали свою жизнь с военной службой и силовыми структурами. 12 тысяч участников специальной военной операции, 700 орденов мужества, 2 героя России. Один из них – Илья Викторович Каркавин, герой России посмертно. Уроженец Алтайского края, самый молодой герой России по году рождения. Его имя навечно вписано в историю нашей страны, родного края и юнармии. Алтайский кадетский корпус, в котором проходил обучение Илья Каркавин, носит его имя. Это пример доблести молодого поколения. Развитие молодежных движений сегодня стратегическая задача. Запад это тоже понимает, и наложенные санкции для нас показатель. Наша задача совместно с движением первых в плотном взаимодействии через реализацию совместных проектов «Хранители истории» и при поддержке Центра ВОИН «Зорницы 2.0» ставим перед собой цель поднять патриотическое воспитание на новый уровень и вдохновить будущих защитников нашей страны. Мы стремимся к новым высотам. Работа на качество и преданность делу военнослужащих помогут привлечь достойных наследников военных династий. Уважаемый Владимир Владимирович, у меня, как и у многих воинов нашей земли, на душе выгравированы важные слова: долг, отечество и честь. Прошу рассмотреть инициативу, размещать такие важные для страны слова на фасадах образовательных учреждений. И я уверен, это поспособствует формированию у молодых поколений еще большей ответственности за будущее нашей страны. А сейчас, с вашего позволения, я передам слово замечательной девочке Дарье Деменчук, которая расскажет о своем примере активной жизненной позиции. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Деменчук Дарья, мне 13 лет. Я учусь в 10-й школе городского округа Реутов Московской области. Во 2 классе мои родители предложили мне вступить в юнармию, и так получилось, что уже 6 лет я активный юнармеец. Когда началась специальная военная операция, я поняла, что мой долг — это помощь нашим солдатам в тылу. Как гражданка своей страны я стараюсь делать все, что в моих силах для победы. Собираю гуманитарную помощь, обучаю ребят делать сухой душ, блиндажные свечи. Также мы пишем письма нашим солдатам. Я создала несколько проектов для поддержки наших воинов. Например, в проекте «Пишу военному медику» вместе с ребятами мы пишем письма нашим врачам, которые помогают раненым бойцам, и отправляем их в зону специальной военной операции, чтобы поддержать их моральный дух.
Также волонтеры моего города поддержали мой проект «Добрая нить». Мы вместе шьем нижнее белье для раненых военных, которые лежат с аппаратом Илизарова в госпиталях. Еще есть проект «Оставь след своей семьи в истории страны». Мы помогаем семьям сберечь память о наших героях. Вместе с юноармейцами много раз мы бывали в военных частях. И, наверное, каждый из нас понимает, что это очень важно. Например, в одной из частей я поставила свой рекорд по сборке и разборке автомата, который составляет 27 секунд. Также там же я научилась одевать УЗК, и сейчас с легкостью это делаю за 2 минуты. В частях мы узнали, как живут наши солдаты, что-то новое в военной технике, узнали ответы на наши вопросы, которые нас интересуют. И мы с ребятами поняли, что очень круто, если военнослужащие или военные части стали наставниками для юноармейских отрядов. Мы уверены, что это поможет нам лучше понимать военное дело, воспитывать характер и учиться у настоящих защитников Отечества. Спасибо. Спасибо вам. Прежде всего, Владислав Николаевич, вам спасибо, что вы нашли себя не только в вооруженных силах, на поле боя, но и на не менее важном поприще работы с детьми. Мне многие ваши соратники по оружию, с которыми я регулярно встречаюсь, говорили о том, что нужно привлекать их и их товарищей, вот таких, как вы, к этой работе. Вот мы так и делаем, как вы видите, мы так и делаем. И я с этим абсолютно согласен. Я обратил внимание на то, что вы сказали в отношении того, где готовы работать, служить. Такая формула, которая используется в вооруженных силах нашими военнослужащими испокон веков. Готов служить там, где нужен и где прикажет Родина. Вот это такая формулировка, она из поколения в поколение передается. Вы упомянули также о том, что там Запад что-то понимает, где-то не понимает. Дело в чем? Дело в том, что у нас очень много друзей. Везде. И на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге. Во всем мире. И у нас друзей гораздо больше тех людей, которые нас на самом деле не очень понимают. И есть люди, которые на так называемом Западе, о котором мы сейчас упомянули, и есть люди, которые не понимают Россию. Но это не мешает нам жить, развиваться. Это нас должно настраивать только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают и хотят с нами жить в мире, в дружбе, увеличивалось. Но это в том числе и, может быть, прежде всего, успех нас ждет по этому направлению в том случае, если мы будем активно и эффективно работать с молодыми людьми, с детьми, с подростками, которые создают основу будущего страны и дорожат этой страной, понимают, что это одна из самых больших ценностей в жизни – семья и Родина. Вот у таких людей, как вы, это понимание есть. Я очень рассчитываю на то, что вы это и будете передавать подрастающему поколению, детям и подросткам. По поводу воспитательных девизов. Это хорошая идея. На фасадах зданий образовательных учреждений. Все, конечно, должно быть в меру, все должно быть к месту, но сама по себе идея, мне кажется, очень хорошая. Вот. А вот теперь по поводу того, что Дарья говорила, я сейчас не буду вдаваться в детали, но хочу, Даша, тебя поблагодарить и всех тех, с кем ты занимаешься тем делом, о котором я сейчас рассказала. Вот внимание детей к людям, которые выполняют очень ответственные, важные и опасные для жизни и здоровья задачи в интересах своей Родины, внимание к ним со стороны детей чрезвычайно важно. Почему? Потому что это идет от сердца. Ведь дети, молодые люди, они же ничего не делают по шаблону. Это идет от сердца. А значит, доходит до сердца каждого бойца.
И вот это чрезвычайно важная поддержка. Тебе большое спасибо. Владимир Ильич, позвольте передать слово самому юному активному участнику, присутствующему здесь, Никите Камынину. Пожалуйста, тебе слово. Здравствуйте, меня зовут Камынь Никита. Я из маленького города Снегурской республики Коми. В своей школе я отвечаю за патриотическое направление и также являюсь командиром отряда хранителей истории. В нашей школе есть музей, он называется «Молодая гвардия», и сейчас мы нашим отрядом хранителей истории хотим его усовершенствовать, то есть сделать более современным. Оцифровать те данные, чтобы его могли изучать не только мы и наш муниципальный район, но и ребята со всей России. Также в этом нам помогают наши друзья из Луганской Народной Республики города Ровенки, школы номер 6. У них тоже есть музей «Молодая гвардия», и когда у нас с ними состоялся первый телемост, мы были очень рады, что мы сможем помогать друг другу и давать советы по улучшению музея. Сейчас в моей школе ведется сбор посылки для ровенков. Также мне нравится изучать историю России. Я увлекаюсь танкомодельным спортом. И отчасти я все это делаю для того, чтобы в будущем поступить в Суворовское училище и стать военным. И мотивирует меня то, что у меня семейная династия военных. Также мне нравится пилотировать дроны. Я прошел 2 курса по обучению управления ими, но на 3-й курс меня, к сожалению, не берут по возрасту. Я считаю, что среди школьников тема управления БПЛА должна активно развиваться. Это могут быть всякие проекты, акции, соревнования, либо конкурсы. Ребятам это может пригодиться не только в военном деле, но и в мирных целях. Спасибо. Да, ну, я думаю, что, Никита, не обязательно внимание все уделять только военной составляющей, скажем, беспилотия, да? У тебя папа военный, да, сейчас? У меня военный прадедушка и дедушка. Ага, понятно. Ну, а танкомодельным спортом ты как увлекся? Ты откуда? В танкомодельный спорт я пришел вот так вот. Получается, один раз я увидел заявку о наборе на смену по управлению танковыми моделями. Я подумал и решил попробовать, вдруг понравится. Эта смена проходила в Академии юных талантов в столице моей республики, городе Сыктывкар. И я приезжал туда на неделю, и за неделю мне эта тема очень понравилась. И вот сейчас я хочу попробовать выиграть грант на то, чтобы в своей школе создать кружок по танкомодельному спорту. Также эту неделю, которую я там пребывал, мы готовились к республиканским соревнованиям по танкомодельному спорту. Я занял 1-е место на республике среди новичков. Слушай, Никит, что касается создания кружка в школе через победу на конкурсе, это хорошая идея, но мы давай договоримся, мы поможем тебе не с грантом, а просто с кружком. Я знаю, как это сделать, тем более, что вот министр просвещения Сергей Алексеевич Кравцов, он нас на связи, слышит, и он точно подключится и поможет. Если он почему-то этого не сделает, то я обещаю, что это сделаю я сам. Ладно? Вот. Но я думаю, что Сергей Сергеевич это справится, для него это несложная задача. Вот. А на то, что тебя не берут на 3-й год обучения по беспилотным летательным аппаратам, тоже вот в школе, наверное, тоже это интересно будет распространять такую любовь к этому виду деятельности, потому что это вот точно уже применяется, ты сейчас об этом сказал, далеко не только в военных целях, но прежде всего как модно говорить, в народном хозяйстве, в сельском хозяйстве, в промышленности, в достав каких-то грузов полезных, я не знаю,
очень много средств, очень много сфер применения беспилотных летательных аппаратов. Я тоже прикинул, с коллегами посоветуемся и попрошу даже тех людей, с которыми я знаком, у которых я недавно побывал на их предприятиях, а у нас очень много современных, растущих, быстро растущих предприятий в этой сфере. Они что-нибудь придумают и тоже помогут и тебе, и твоим сверстникам в школе эту тему развивать и заниматься этим любимым, очень интересным и, ты прав, перспективным делом. Спасибо. Тебе удачи. Владимир Ильич, председатель движения первых, тоже танкист, готов помочь. Владимир Ильич, мы понимаем прекрасно, что у вас загруженный график, есть возможность, да? Я бы хотел тогда передать слово Елене Николаевне, она у нас является советником директором по воспитанию. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Уже более 12 лет я работаю в сельской школе в глубинке Костромской области. А последние 3 года работаю в должности советника директора по воспитанию. И вы знаете, мне кажется, что это самая лучшая должность, в которой я когда-либо работала, потому что советники – это такого рода навигаторы возможностей и для детей, и для родителей, и для педагогов. Наши дети учатся в школе, которая носит имя Героя Российской Федерации Свешникова Сергея Павловича. И этот факт, он накладывает определенный груз ответственности, мы это чувствуем. Поэтому основной упор в своей работе, конечно же, ставим на патриотическое воспитание. Без этого никуда. И хочется отметить, что вот тот комплекс мер, который сейчас действует, который принят на государственном уровне, он, конечно, уже дает свои результаты. И вот хочется вспомнить, я очень часто это вспоминаю, как лет 7 назад, проводя урок по блокадному Ленинграду, к сожалению, наши дети могли отвлекаться, они смотрели в окно, заглядывали в свои телефоны. Учитель плачет, я плачу, потому что идут такие кадры, а отклика у детей, к сожалению, не было. То сейчас действительно все поменялось. Я вижу, как сейчас мои ученики с гордостью, с честью поют гимн каждый понедельник, как они вовлекаются в разговоры о важном. И когда мы смотрим сейчас тот же самый ролик про блокадный Ленинград, то действительно в глазах детей видны искренние слезы, и это дорогого стоит. Вместе со своим супругом, который тоже, кстати, работает в школе, мы сейчас развиваем поисковый отряд, стараемся вывозить учащихся на места сражений времен Великой Отечественной войны. Потому что именно там ребята имеют возможность соприкоснуться с историей, они имеют возможность увидеть подтверждение всех тех слов, которые написаны в учебниках. И когда мы потом с ребятами общались, они поясняли, что после того, как они находятся в раскопе и поднимают останки неизвестного бойца, именно тогда и приходит понимание той цены, которую мы заплатили за победу. Поэтому это на сегодняшний день для нас тоже очень важно – вывозить учащихся в эти экспедиции. К сожалению, советники есть не в каждой школе. У нас вот сидит мой коллега из Лангепаса. Он подтвердит, что советники, они важны для связи с движением первым, для налаживания нашей работы общей. Если вы позволите, да. Да, с вашего позволения тоже присоединюсь. Здравствуйте, Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, участники. Меня зовут Дымский Николай Николаевич, и я являюсь советником директора гимназии номер 6 города Лангепаса, Хмау-Югры. Я сам являюсь выпускником своей гимназии, и после получения высшего образования в Сургутском педагогическом университете я принял решение вернуться в свою родную гимназию. Мне, как молодому специалисту, предложили сразу должность советника, и, честно, по итогам 3 лет работы могу сказать, что вообще ни капли не пожалел. Я, как советник в школе, всегда стараюсь поддерживать инициативы ребят, и с 2022 года нам удалось привлечь в школу более 1,5 миллиона рублей. Самым таким ярким и важным для меня проектом в школе является юниорская модель ООН города Лангепаса. Это проект, который мы доработали вместе с ребятами до окружного уровня и вместе с коллегами из движения первых смогли привлечь более 250 обучающихся из 12 школ нашего округа.
я могу сказать, что действительно горжусь тем, что являюсь советником. Потому что те эмоции, которые ты получаешь, когда твои ребята, твои подопечные достигают высот на городском, окружном и даже всероссийском уровне, серьезно, не передать словами. Моя основная задача, как уже сказали коллеги, быть навигатором для детей, быть наставником, быть примером, помогать им находить для них тот индивидуальный путь, по которому они будут идти по жизни. Но, как уже было озвучено, к сожалению, к моему глубочайшему, не во всех школах нашей страны есть советники директоров по воспитанию. Так, в пример, если брать мой родной город Лангепас, из 6 образовательных организаций частью проекта являются только 2 школы. Владимир Владимирович, мы безумно благодарны за все то, что вы делаете для системы воспитания в нашей стране. Мы безумно благодарны за всю ту поддержку, которую вы нам оказываете. Спасибо большое нашим коллегам из Министерства просвещения, из Движения первых, из Юнармии, из всех волонтерских объединений. Потому что действительно вместе мы создаем новую философию воспитания нашей страны. И я искренне считаю важным, чтобы советники появились в каждой школе и в каждом колледже нашей страны для создания единой системы воспитания и наставничества. Потому что благодаря советникам дети получат все те возможности, которые есть в нашей стране. Они найдут свой путь для развития и будут развиваться, будут становиться достойными гражданами нашей страны. Спасибо. Спасибо большое. Я начну с того, чем вы закончили. Я тоже с вами согласен. И мы, значит, коллеги слышат вот из правительства, сейчас не буду всех перечислять, но все люди опытные, грамотные, понимают значимость этой работы, и мы будем ее расширять, поддерживать, без всяких сомнений. Я полностью с вами согласен, и здесь и добавить ничего. Этой работе должна придаваться системность. Значит, нужны люди, которые этим специально занимаются, на этом специализируются. Вот теперь, что касается вот, то, о чем Елена Николаевна сказала, вот, совсем недавно дети, как вы сказали, смотрели там ролики или информацию о блокадном Ленинграде, это не вызывало у них отклика. Там, а вот сейчас по-другому дело обстоит. Дети не виноваты. Это мы с вами виноваты. Мы вовремя не уделяли должного внимания этому, не подавали этот материал должным образом. Дети здесь ни при чем. Это все от взрослых зависит. Ну, что греха таить, у нас в некоторых учебниках школьных, так, все что угодно было про Вторую мировую войну, только не было ничего хорошего и конкретного там ни о Сталинградской битве, ни о Курской и так далее. Но это было и совсем недавно. Но мы меняем эту ситуацию и правильно. Но вот я что бы хотел сказать и вам, и всем коллегам. Это очень важно. Я уж с этого начал. Великая Отечественная война, 80-летие и так далее. Это фундамент, на котором мы должны строить и будущее здание. Главное только не замыкаться только на прошлом, каким бы героическим оно ни было. И не жить прошлым. Жить надо будущим, основываясь на фундаменте, который нам достался от наших предков, от наших матерей, отцов, бабушек и прадедушек. Вот это наши традиционные ценности, наша история, которой мы должны дорожить, и на этом все строить, но смотреть и идти только вперед. Вот просто это такая вещь, очень тонкая, да? Но она очень важная. Россия – это страна, устремленная в будущее, на основе фундамента, который нам достался от наших предков. Владимир Ильич, не могу не представить еще одного советника, директора по воспитанию, это Аржак Буанбелек. Он является многодетным папой, а также участником специальной военной операции, был тяжело ранен. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья. Меня зовут Оржак Буанбелек Амаевич. Я советник директора МБСОШ номер 1 города Чаран. Это у нас Республика Тыва. У меня 4 замечательных детей. И, как уже сказали, я являюсь ветераном боевых действий. Вот. По основной профессии я учитель тувинского языка и литературы.
и в системе образования... Учитель? Учитель тувинского языка и литературы. И в системе образования, получается, я работаю уже более 13 лет, начинал я с 2012 года. Вот. Что касается участия в СВО. Когда началась специальная военная операция, я узнал, что на передовой, защищая интересы своей страны, отчаянно сражаются мои близкие люди. В том числе и мои бывшие ученики, которых я выпустил в 2014 году. И, соответственно, я, как учитель, как старший сын в семье, тоже не смог оставаться в стороне. И несмотря на то, что у меня была федеральная бронь, как многодетный отец, как учитель, все же решил и заключил краткосрочный контракт. И поехал к своим товарищам, к своим ученикам, так сказать, чтобы вместе тоже привнести свой вклад в нашу скорую победу. Потом получил минно-взрывную травму и был вынужден вернуться домой. Теперь я снова в привычном для себя строю в роли учителя, в роли наставника и вот советника, получается. И как ветеран боевых действий, как человек, который видел ужасные последствия войны, основной упор в своей работе я сейчас делаю на патриотическое воспитание подрастающего поколения. И в этом важном деле мне, конечно же, помогает весь мой коллектив, в особенности педагог мужчин нашей школы, совместно с Советом отцов родительского комитета. Совместными усилиями у нас очень хорошо получилось реализовать ряд социальных проектов. То есть при школе мы сумели построить военно-патриотический спортивный клуб на 300 квадратных метров, где у нас каждый год систематически охватывается более 300 учащихся. Вот. Потом по многочисленным просьбам наших детей, так и жителей города, на базе нашей школы также у нас очень хорошо получилось создать хоккейную площадку, которую так хотели наши дети. И впервые в истории города Чадан также мы на базе школы установили скалодром, вот получается. Все эти проекты, все эти спортивные объекты для нас являются платформой очень хорошей для активного взаимодействия с нашими детьми. И все это у нас получилось благодаря выигранным грантам от правительства Республики Тыва. Сейчас в нашей школе обучаются более 900 учащихся, среди которых 20 ребят. Это дети участников специальной военной операции. И, к великому сожалению, 10 ребят из этих 20, у них отцы погибли смертью храбрых, вот получается. Как советник, как навигатор детства, я нашел себя наставничеством над этими ребятами и очень горд своей работой и тем, что могу внести свой вклад в наше будущее великой страны. Спасибо. Вам спасибо большое за то, что вы делаете и делали, в том числе на поле битвы, на поле брани. Я не буду долго говорить, просто хочу вот что сказать. Во-первых, все наши бойцы исполняют свой долг самым достойным образом, и тувинцы тоже, вы это знаете. Тувинцы очень хорошо себя показывают в боевых действиях и исполняют свой долг. А мы должны все исполнить свой долг перед ними и перед их семьями, перед их близкими и прежде всего перед их детьми. Это наша общая задача, а вы непосредственно этим занимаетесь. Так что сделаем все, чтобы помогать и вам, и всем людям, которые это делают. Спасибо большое. Владимир Ильич, я понимаю, с время? Да. Владимир Ильич, позвольте от всех общее фото. Да, конечно. Я хочу всех поблагодарить, так, и выразить надежду на то, что мы так все вместе. Коллеги еще вот по видеосвязи с нами участвуют в работе, представители регионов России и различных учебных заведений и правительства. Все вместе будем с вами работать дальше и идти вперед к тем целям, которые благородным целям, о которых мы сегодня говорили. Спасибо большое. Спасибо.